Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку заказов с сайта на платформе InSales в Google таблицы. Это нужно для того, чтобы в автоматическом режиме передавать все новые заказы с сайта на InSales в другие системы. Например, вы можете добавлять новые строки в Google таблицы, вести учет заказов и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных InSales. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы все новые заказы передавались в Google таблицы, выбираем действие «Загрузить заказы по дате создания». Теперь необходимо подключить ваш личный кабинет InSales к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать домен. Для этого перейдем в личный кабинет InSales. Копируем доменное имя из адресной строки без дополнительных символов. Теперь необходимо прописать идентификатор и пароль. Для этого снова возвращаемся в личный кабинет InSales. В этом разделе вам необходимо создать новый API-ключ. Придумайте ему любое название, или можете использовать название сервиса, в который передаете данные. После создания ключа копируем идентификатор и пароль и вставляем соответствующие поля в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы InSales дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных InSales успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие. Добавить строку. На этом этапе вам необходимо подключить аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать файл и лист, на которые будут передаваться новые заказы с сайта на InSales. Если в таблице в первой строке прописано название колонок, оно подтянется в скобках напротив каждой из них. Теперь необходимо назначить в колонке переменный из InSales. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены в колонке Google таблиц, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google таблицы при каждом новом заказе на сайте InSales. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад.
Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!